Всем привет! Сегодня приготовим вкусный и ароматный чесночный венок. Он отлично подойдет к борщу или супу. Приготовление очень простое, а продуктов понадобится минимальное количество. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску наливаем 300 мл теплой воды. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Все перемешиваем до растворения сахара и соли. Берем примерно 550 грамм муки и насыпаем в нее 7 грамм сухих дрожжей. Все перемешиваем. Сухие дрожжи можно заменить прессованными, их понадобится 25 грамм, и добавлять их нужно не в муку, а в воду. В подготовленную воду насыпаем муку с дрожжами в несколько подходов. Замешиваем тесто сначала ложкой, а затем руками. Тесто вымешиваем примерно 10 минут. Муки может понадобиться немного больше или меньше, в зависимости от сорта муки. Смотрите по своему тесту, оно должно стать мягким, эластичным и хорошо держать форму. Из теста формируем шар, кладем в миску и накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Ставим подходить в теплое место. Я обычно ставлю в духовку, включенную на 30 градусов. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Пока подходит тесто, приготовим начинку. Мелко измельчаем небольшой пучок укропа. Берем 75 грамм сливочного масла комнатной температуры и к нему выдавливаем через пресс 4-5 зубчиков чеснока. Сюда же добавляем нарезанный укроп. Все перемешиваем. Тесто уже подошло. Выкладываем его на стол, присыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт размером примерно 40 на 50 сантиметров. Раскатанный лист теста смазываем сверху приготовленной масляно-чесночной смесью. По длинной стороне тесто сворачиваем в плотный рулет. Получившийся рулет разрезаем вдоль пополам, оставляя неразрезанными несколько сантиметров с одной стороны. Так легче будет его сплести. Два конца рулета переплетаем между собой в виде косички. Еще больше разной несладкой выпечки смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании. Тесто переносим на противень, застеленный тефлоновой или пергаментной бумагой. На противне косу из теста выкладываем в виде венка, скрепляя края. Неразрезанный край тоже можно разрезать. Тесто оставляем на столе на 15 минут для расстойки. Одно яйцо комнатной температуры немного взбиваем вилкой. Взбитым яйцом смазываем венок сверху перед тем, как поставить его в духовку. Венок ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35-40 минут. Чесночный венок получился очень вкусным, мягким и ароматным, а верхняя аппетитная корочка такого хлеба никого не оставит равнодушным. Это очень вкусно, обязательно его попробуйте. Если вам понравился рецепт чесночного венка, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.